Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где есть ответы на любые вопросы, есть инструменты для улучшения жизни, и можно улучшить любую сферу, ну и все вместе. Ну а также практики, настрои, ритуалы, медитации, саблиминалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И, как всегда, помните, что все это в ваших руках. Вот то, во что вы верите, то, к чему вы стремитесь, и многократное повторение вот инструментов, которые есть на канале, может привести вас к улучшению жизни и к исполнению желаний и достижению целей. Ведь ваши мысли, эмоции, действия сегодня создают вашу жизнь завтра. Хотите вы этого или нет? Я знаю, что это нелегко иногда людям доказать, да я и не доказываю. Каждый верит во что-то свое и живет так, как решает он или она сами. Сегодня хочу посмотреть для вас. Вот сегодня хотела другую колоду, но вот почему-то вот эта колода изъявила желание. Советы от Таро Русалок. Давайте посмотрим, что же на сегодняшний день посоветуют нам Таро Русалок. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам ваша жизнь, Вселенная, высшие силы. Каждый из нас верит во что-то свое. Ну что, поехали. Первый совет от Таро Русалок. Первый совет от Таро Русалок, и очень часто у меня выходят именно эти карты. Отпустите свое прошлое, прежде всего отпустите людей, с которыми в прошлом что-то не сложилось, людей, с которыми вы не сошлись во мнениях, людей, на которых, может быть, есть обида или злоба. Помните, что эта обида и злоба лежат на вас тяжелым грузом. Только вы можете освободиться от этого. И это первый и очень важный совет. Также карты советуют, что если в данном случае это женщина из прошлого, для кого-то она может быть кем-то из знакомых, близких, друзей. И, скорее всего, я вижу это. Еще может быть бывшая жена для мужчин, бывшая жена и бывшая возлюбленная. Я не вижу, что это какое-то кровное родство. Это кто-то из друзей, близких, знакомых. Но опять же, муж, жена – это все-таки не кровное родство, поэтому тоже может проиграться, появится в самое ближайшее время в вашем окружении. И вот тут уже, конечно же, как всегда, выбор ваш. А карты-то советуют отпустить, простить и отпустить. А вот общаться или нет, выходить на связь, выходить на разговор или нет, все-таки это ваш выбор. Кстати, и появление событий из прошлого, и женщины из прошлого тоже притянули вы. Что-то вы у себя в голове обсуждали сами с собой. С умным человеком иногда так говорят, что притянуло именно появление людей и событий из прошлого. Поэтому смотрите, а карта советует, больше всего карта советует именно отпустить события и людей, с которыми вы не общаетесь, скорее всего, сейчас, а может быть, еще и общаетесь тоже, но
вызывает у вас бурю негативных эмоций, это общение, то тогда было бы здорово тоже прекратить или минимизировать общение. Я знаю, что бывает такое, что это наши родные и близкие, хотя я же говорю, вот тут я не вижу кровного родства, поэтому это, скорее всего, друзья, знакомые, коллеги. И если нет возможности не общаться, то тогда сократить общение и общаться только в ситуациях, в которых не есть такая необходимость к общению, и все. Потому что не всем с нами по пути. Я неоднократно уже повторяла, что нет хороших или плохих людей. Люди такими, как видим мы их. И относятся к нам люди так, как мы относимся к себе прежде всего. Помните об этом. Если вы не уверены в себе, если есть у вас какие-то претензии к себе, то, соответственно, энергетически окружающие люди это считывают. Это касается не только там знакомых, близких, коллег, это касается родных и близких. И, соответственно, мы получаем такое отношение к нам, и иногда нам кажется, почему же нам не доверяют, почему же нам не верят, почему же человек как бы пытается использовать или пытается что-то сделать некрасиво. Помните, что весь корень всего этого в вас самих. Проанализируйте, как вы относитесь к себе прежде всего. Давайте посмотрим, что же еще посоветует Таро русалок. Таро русалок посоветует вам, вот я уже сказала, и, видимо, продолжают карты вот эту вот линию победителя, линию уверенности, линию того, что именно ваши мысли и ваши действия могут привести вас к победе. Победе прежде всего над собой. Знаете, для того, чтобы победить мир, победите себя, победите свою лень, победите свою неуверенность, свое недоверие, победите ваши обиды, победите ваше раздражение, злость. Победите это. Да, я знаю, что это нелегко. Всегда, если человек не... многие люди не работают над собой. Я не могу ожидать, что каждый человек будет так работать над собой, как это делаю я. Для этого, наверное, и обращаются ко мне люди, чтобы я другим взглядом при помощи Таро и при помощи именно того, чему я научилась, могла открыть человеку ситуации с другой стороны и объяснить человеку, почему то или иное происходит с ним или с ней. И, соответственно, если человек захочет помощи, как помочь ему или ей выйти вот это из жертвы в победителя. И вот тут карта говорит о том, что вы выведете себя из позиции жертвы в позицию победителя. И, соответственно, тогда и жизнь, высшие силы и ваш мир, события, ситуации, люди, вы начнете и других людей притягивать к себе. И, соответственно, эта карта и советует, чтобы вы стали победителем, а не жертвой. Бросьте бросьте обвинения, бросьте раздражение, перестаньте сваливать вину за свою жизнь на кого-то. Поймите, что вот то, что происходит в вашей жизни, притянули вы сами. И если сегодня вы жертва, то вы можете все это развернуть на 180 градусов и стать победителем. И это карта победителя. Это победа, основанная именно на ваших действиях и ваших мыслях. Это не просто победа как волей случая. Это не случай, это
закономерность, ваши мысли, ваши действия, ваши ощущения могут привести вас к победе и к улучшениям в вашей жизни, ощутимым улучшением в вашей жизни. И еще один совет. Все в ваших руках. Это маг, это безграничные возможности, это безграничные поставки еще. Это то, что эта карта, маг, это маг, давайте, мы же знаем, маг, волшебник, в некоторых колодах так и называется эта карта волшебник, и говорит эта карта, советует вам, расценивайте себя вот так. Вы сами вершитель, вы сами маг, и вы сами волшебник, который может улучшить и изменить вашу жизнь. По этой карте в самое ближайшее время прекрасно обучиться чему-то, начать что-то, что вас вдохновляет. Смотрите, я знаю, я же все-таки, да, карты, да, вселенная, да, хорошо, но я знаю, как нелегко бывает людям начать что-то новое. Вот оборвать все прошлое и начать что-то новое для будущего. И для многих вот это и становится камнем преткновения. Тут что могу сказать? Если хочется что-то новое, но нет такой вот возможности, чтобы сжечь мосты и идти вперед, начинайте это как на стороне, начинайте это как что-то маленькое, уделяйте этому каждый день какое-то количество времени. И это как второй бизнес, как второй источник дохода, как хобби, которое можно монетизировать. И, соответственно, со временем, это все в ваших силах, со временем ваши действия приведут вас к тому, что вы сможете то, что вас вдохновляет, сделать вашим основным. Попробуйте. Это только совет. Опять же, конечно же, ваш выбор. Но рассказываю то, что вижу, и то, что слышу. Поэтому действуйте, дерзайте, отбросьте все прошлые неудачи. Особенно, знаете, вот из прошлого всегда было бы здорово культивировать и взять с собой только позитивное, только то, что вдохновляет, только те воспоминания и те события, которые двигали вас к лучшему. И если их оставить и культивировать, то тогда вы притянете к себе еще больше хорошего и лучшего. Ведь когда мы рассматриваем прошлое и почему выходят карты в совете, что отпустить прошлое, потому что по какой-то причине счастливые моменты мы очень быстро забываем, именно счастливые ощущения скоротечны, а вот почему-то негатив мы постоянно прокручиваем в нашей голове, и я не знаю почему, оно не вызывает улучшения, оно не вызывает удовлетворения. Но вот почему-то так, вот это я еще почему-то не могу на это найти ответ. Почему нам легче концентрироваться на негативе, чем на позитиве, на страхе, а не на уверенности? Ищу, как найду, сразу расскажу.